Приветствую. Опять давно я не появлялся. По-моему, очень даже. По-моему, даже дело не в том, чтобы отсутствие идей или еще что-то такое подобное. Просто я сейчас столкнулся с такой ситуацией, которая как будто бы забила мою голову настолько, что у меня как будто бы больше в голове не осталось пространства для каких-то других размышлений там или каких-то мыслей, ну, в общем, чего-то такого. Вот, а еще у меня новая петличка, и звук ты сейчас слышишь именно с нее. И если что, можешь написать мне в комментариях, как тебе вообще звук с нее. Вот, ну а так вообще поговорим обобщенно и, возможно, даже немного предвзято о наших с тобой музыкальных предпочтениях. Поехали. Музыкальный вкус может рассказать многое о человеке. Как правило, любимые музыкальные жанры, композиции, исполнители могут выбираться по определенным критериям. Они могут указывать на личность человека, на его настроение в данный момент, на его характер как личности, на его какие-либо интересы, а также могут указывать на его возможности касательно творческих способностей и самовыражения. Также музыка может быть использована в качестве способа общения и определения своей социальной принадлежности. Выбор музыки может быть индикатором социальной группы, к которой человек себя относит. Более того, предпочтения в музыке могут отражать национально-культурную принадлежность. Например, люди из разных стран могут иметь свои собственные предпочтения в музыке, которые могут отражать их идентичность и какое-либо общее мировоззрение. Если же говорить о жанрах, например, предпочитание классической музыки может рассказать о том, что человек ценит культуру, человек ценит эстетику. Любители рока, допустим, больше ассоциируются с независимостью, с энергией и так называемым протестным духом. Фанаты джаза и блюза, например, могут являться в большую сторону интровертами и быть людьми с большой душой, которые ценят глубину и сложность музыки. Также музыкальный вкус может рассказать о том, что человек может иметь склонности к определенным эмоциям и состояниям. Например, любовь к меланхоличной музыке может указывать на склонность человека к рефлексии, к глубокому анализу и переживанию своих мыслей, чувств, эмоций, переживаний. Если же человек любит быструю, ритмичную музыку, это может обозначать, что человек предпочитает более энергичный, более такой движущийся и активный образ жизни. Также, например, некоторые люди могут использовать музыку как способ регулирования своих эмоций или же для борьбы с стрессом. А еще музыкальный вкус может свидетельствовать о том, насколько разносторонним является человек в своих интересах. Если человек слушает разные жанры музыки, это может свидетельствовать о его открытости к новым опытам и к исследованиям. А также тексты и темы музыки, которые предпочитает человек, могут показать, что он считает значимым. Например, там ориентация на какие-то социальные изменения, на духовность, романтику и все в таком духе. К примеру, человек, который хочет так называемой социальной справедливости, может предпочитать музыку с политическими или же какими-либо социальными текстами. Ну, к примеру, какие-либо там панк
направления. А человек, который ценит духовность, может выбирать музыку с какой-либо религиозной тематикой или же с вообще какими-либо элементами мистики. Поведение, которое пропагандируется в текстах песен, будь то социальное или же наоборот антисоциальное, может дать подсказку о моральном компасе и ценностях человека. А музыкальные предпочтения могут также быть связаны с познавательными способностями человека. Например, некоторые исследования показали, что люди, которым нравится более сложная музыка, ну, к примеру, классическая или джаз, обычно показывают более высокие результаты на когнитивные способности. Но несмотря на то, что я только что все сказал, стоит отметить кое-что важное. Музыкальный вкус — понятие субъективное. И очень важно всегда помнить, что музыкальные предпочтения являются лишь одним из аспектов личности человека и никогда не должны использоваться в качестве единой основы для вынесения суждений или каких-либо предположений о человеке. И, в принципе, к сожалению или к счастью, на этом все.